И, друзья, мы продолжаем серию видео, записывая из Испании. Пока у нас выходные, у нас есть время с вами пообщаться и какие-то наши мысли вам изложить. И сегодня мы хотели бы поговорить уже непосредственно на тему того, как мы ищем торгового брокера. То есть мы устраиваем поиск по определенному алгоритму. За 6,5 лет у нас сформировалась уже четкая модель, как мы это делаем. Вы задаете часто нам этот вопрос, и мы хотим, соответственно, с вами поделиться. Значит, как искать брокера? Когда вы ищете в своем поисковике, вы видите брокеров только, которые индексируются только по вашему региону, либо реклама работает по вашему региону. То есть это СНГ, например, либо это где-то в Европе, в какой-то маленькой части. Если вам надо найти, например, брокера из Франции, то это будет очень сложно найти, если это не брокер, который производит рекламу по всему миру. Соответственно, вам необходимо заходить, например, с прокси-сервера Лондона, либо с Америки, где будет совсем другое восприятие, совсем другой отклик по поисковым запросам, и тогда вы сможете найти других брокеров, которых ранее вы не слышали. Следующий момент. Вот нашли вы список брокеров, скажем, 20 брокеров. Что мы делаем дальше? Мы проводим проверку на регуляцию. Это не просто голословная проверка, типа ФСА написано, значит Лондон есть. Нет, мы смотрим номер ФСА, затем проверяем на сайте, что лицензия у брокера действительно есть, и, соответственно, брокера уже можно проверять дальше. На следующем этапе мы обязательно проверяем, какие методы пополнения есть у брокера. Если у брокера нет банковского пополнения, либо пополнения через карты, то мы чаще всего с таким брокером не работаем. Если брокер не готов принимать платежи по кредитной карте и банковской карте, то вероятность, что вас могут кинуть, очень высока. Очень не рекомендуем работать с брокерами, у которых есть только криптовалюта, потому что когда вы назначаете платежи, они не идентифицируются по вашему адресу, либо по вашей почте, либо по вашему фамилии, имя, и, соответственно, платежи никто вернуть не может. Следующий момент. Определились, пополнение есть ФСА, например, начинаем работать с брокером. Выбираем тип счетов. Какие есть типы счетов? Чаще всего, сейчас на текущий момент, это стандартный тип счета, у которого нету комиссии, и, например, ЕЦН, у которого есть комиссия, то есть часть спред поменьше, но есть комиссия. Мы предпочитаем работать, например, со счетами, где нет комиссии, потому что когда нет комиссии, если вы отрабатываете в плюс, при закрытии даже в 0,1 пункта, в 1/10, вы уже закрываетесь в плюс, то есть вы заранее гарантируете себе доход в этой ситуации. Следующий момент. Мы определились, например, есть два типа счета, стандартный и ЕЦН. Но мы рекомендуем проверять оба счета. Если начинает зарабатывать на стандарте, работать лучше на стандарте. Если на стандарте не зарабатывает, ЕЦН советуем проверить, потому что на ЕЦН часто исполнение быстрее, чем на стандартном типе счета. Следующее. Пополнили счет, завели. Первое, что надо сделать, в терминале проверяйте, сколько время открытия и время закрытия сделки. То есть вы берете руками, открываете сделку и закрываете. Именно первую сделку никогда не стоит использовать для проверки, потому что при открытии первой сделки происходит идентификация третьего ключа и создание торгового потока. При создании торгового потока у вас появляется задержка в виде дополнительного отклика. В общем, это 20-50-100 миллисекунд дополнительного времени. По второй-третьей сделке вы смотрите, какое исполнение. Бывает, что у брокеров с 200 миллисекунд исполнения торгует в плюс. А бывает, что у брокера с 1 секунды торгует в плюс. Но чаще всего сейчас брокеры уже развиваются, и среднее время открытия у них от 100 до 300 миллисекунд. В этом диапазоне
большей частью брокеров можно работать. Но есть очень важный момент, почему-то вы его чаще всего не учитываете. Это ваше торговое железо, на котором у вас стоит ваша программа. Если вы торгуете с выделенного сервера, как у нас, например, мы не просто так поставили свои сервера и сдаем их в аренду, потому что мы их адаптировали под торговые условия, и они намного быстрее. При одном и том же исполнении в 200 миллисекунд на вашем сервере за $10 в месяц будет скользить, и вы не будете зарабатывать. И у нас на нашем сервере при таком же исполнении мы будем зарабатывать стабильно, и у нас вообще не будет скользить. Такая огромная разница связана именно с железом, которое вы используете. Соответственно, давайте мы проговорим еще раз все моменты от начала до конца, как правильно выбирать брокера. Первый момент – это сайт, регуляция. Второй момент – это как вы можете найти брокера, то есть по регионам, через другие сторонние прокси-серверы или VPS. Следующий момент – это факт того, что регуляция действительно есть, и она присутствует на сайте регулятора. Четвертый момент – это методы пополнения и вывода. Пятый момент – это типы счетов вы выбираете, какой вам необходим. И уже шестой момент – это исполнение. На основании вот этих 6 пунктов формируется, в принципе, выбор торгового брокера, который может быть, который вам подойдет, и вы сможете на нем зарабатывать. Очень важно во всем этом учитывать также спреды. Если у брокера большой очень спред, например, по евро-доллару 2 пункта, для вас будет нерентабельно забирать маленькие сигналы и забирать по очень маленькому количеству прибыли. Возможно, надо поиграться с настройками, попробовать сделать больше diff, то есть сигнал мощности, побольше поставить take profit, увеличить или уменьшить стоп-лосс. Таким образом вы сможете увеличить доход. Очень часто вы можете зарабатывать чуть больше, если будете держать сделку, например, 10-15 секунд, если цена чуть-чуть идет дальше по ходу. Зачем забирать 0,1 пункта, если можно забрать 5 пунктов по движению цены? Но с этим моментом надо осторожней. Но в принципе на этом все, поэтому я думаю, для вас будет понятно, как надо искать брокера для торговли нашими продуктами. До встречи!